Майкл встал на четвереньки, опираясь правой рукой на спину тигра, пополз. Он не знал, сколько времени и куда двигался. Он просто верил своему котенку. Майкл Вишневский всегда хотел служить в армии. Поэтому, когда пришло время, он сам пошел на призывной пункт и изъявил желание попасть в десантные войска. Так он и оказался в 101-й воздушно-десантной дивизии США. И было это в 1964 году. Подразделение, где ему довелось служить, считалось элитным и было предназначено для выполнения спецзаданий командования. Прослужив приблизительно год, Майкл пошел на офицерские курсы, где в 66-м получил звание младшего лейтенанта. После чего вернулся в свое подразделение, где и был произведен в лейтенанты всего через пару месяцев. Дело в том, что его 101-я дивизия была передислоцирована во Вьетнам в район Камрани, на одноименную базу. Пожалуй, самое живописное место в этой стране. Глубоководный порт и большой город. Здесь и охотились поставщики экзотических животных. Они поставляли их за большие деньги в зоопарки разных стран и в частные зверинцы. Проходя адаптацию и интенсивные тренировки, ребята находили время вырваться в город, где, естественно, посещали совсем не музеи, а очень даже наоборот, дома терпимости и бары, и отрывались по полной, устраивая попойки и драки. За что частенько попадали на несколько дней в военную тюрьму, но начальство смотрело на их развлечения сквозь пальцы. Ведь скоро им предстояло отправиться на фронт, где условия тюрьмы покажутся пятизвездочным отелем. Но Майкл не участвовал в попойках, драках и любовных приключениях. Он любил животных, как и его товарищ-сослуживец Том Москович. Они бродили между клеток, забитых животными, и общались с охотниками и их помощниками. Если бы те знали, с какой целью Майкл и Том интересовались всеми обстоятельствами, то, естественно, были бы менее откровенными, но узнали они об этом, когда уже было поздно. Том и Майкл совершили самый настоящий налет на живой груз, готовящийся к отправке из порта Камрани в Европу. Они присмотрели несколько клеток, стоявших ближе к лесу, и, тихонько оглушив охранников, открыли их и выпустили с десяток животных. Преступление, да, разумеется, и быть бы им после расследования обнаруженными и разжалованными, но 101-я срочно понадобилась в районе Яадранг, куда командующий дивизией, генерал Джозеф МакГи, и отправил их, напутствуя словами: «Повезло вам, если бы не этот случай, пошли бы под суд. Проявите себя, и я лично обещаю, никаких записей о ваших делишках в личном деле, а наоборот». Генерала звали Железным Ирландцем, и, пользуясь заслуженным уважением среди ребят, он умел держать слово. Но интересно, как бы он отреагировал, если бы узнал, что Майкл потащил с собой маленького тигренка, которого спас из неволи. Малыш был ранен во время ловли, его мордочку слева пересекал глубокий разрез. И если бы не Майкл, то, скорее всего, его ждала бы смерть во время долгого путешествия в трюме корабля. Дивизионный врач, майор и добрейшей души человек, умел виртуозно материться на многих языках, о чем Майкл и узнал, когда притащил к нему умирающего малыша. Майор матерился по поводу Майкла и его желания привлечь к этому делу его, врача. Он матерился по поводу своей проклятой судьбы, занесшей его во Вьетнам прямо перед отставкой. Но больше всего он матерился по поводу ловцов животных. Он зашил глубокую рану на тигриной мордочке и дал Майклу лекарства и витамины. Так что тому пришлось стать кормящей и лечащей мамой для раненого кота. Ведь тигры, дамы и господа, тоже коты, хотя и очень большие. В этом убедились многие бойцы подразделения лейтенанта. Они быстро полюбили ласковое и мурлыкающее существо. Секретность была гарантирована. Просто никто не решился бы донести на ребят из подразделения особых операций. Вот так и оказался подрастающий малыш в самом эпицентре ада, где благодаря хорошей пище и отличному обращению быстро подрос. И тогда Майкл и Том, посовещавшись, решили выпустить тигренка в привычную ему обстановку. Прощание было трогательным.
Закаленные кровью и огнем бойцы не могли сдержать слез. Все подразделение, а точнее, все то, что от него осталось, прощалось со своим любимцем. Он достаточно вырос и был полностью готов к самостоятельной жизни. Да и скрывать его больше было невозможно. А потом война закрутила и разбросала, разделив их на живых и мертвых. Пока не наступил тот день. Праздник Тет и вьетнамское тетское наступление на Хюэ с 30 на 31 января 1968 года. И 101-ю перебросили в этот город на помощь 1-й аэромобильной дивизии, штабу 1-й дивизии и южно-вьетнамским войскам. И тогда Майкл и Том попали в настоящее пекло. То, что происходило во время наступления на Хюэ, нельзя описать обычными словами. Смерть собрала здесь такую обильную жатву, что у чертей в аду волосы стояли дыбом. И зачастую не было уже понятно, где свои, а где враги. В пылу сражения Майкл потерял Тома. Он пытался еще командовать, направляя своих людей, но это было невозможно и бесполезно. Все вокруг напоминало бурлящую массу из кричащих людей, плюющегося смертью оружия и стонов умирающих. Никто давно уже не понимал, где кто. И не было перерыва, и снисхождения не было. А только ненависть и смерть. Граната разорвалась совсем близко, разметав в стороны Майкла и его солдат, оставшихся в живых. Когда Майкл открыл глаза, он лежал на земле, один. Рядом никого не было. Грохот отдалялся. «Наверное, смерть прошла стороной», — подумал он. Это была его первая мысль. Вторая была о товарищах. Где они? Что с ними? Но продолжить он не успел, потому что дикая боль почти лишила его сознания. Он поднял руку и прикоснулся к лицу. Глубокая рана шла от лба через левый глаз к подбородку. Глаз, вроде, был цел, хотя кровь и заливала его. Превозмогая боль, он достал пакет первой помощи и перебинтовал голову и лицо. Но тут перед ним возникло несколько фигур. Присмотревшись, Майкл понял, что его старания с перевязкой были напрасны. Это были северо-вьетнамцы. Они смеялись, а один, подойдя в упор, приставил дуло автомата к лбу Майкла. Майкл закрыл глаз и попытался вспомнить молитву. Но почему-то ни одна не приходила на ум. «Так ведь и попаду к Богу», — подумал он, не раскаявшись, «а крови-то на мне много, очень много». И он снова стал вспоминать молитвы, но мешало странное бормотание. Майкл открыл глаз, ожидая увидеть вьетнамца, бормочущего что-то на своем языке, но вместо этого он с изумлением увидел огромного тигра. По его морде слева, сверху вниз, шел длинный шрам. Тигр стоял, почти уткнувшись мордой в залитое кровью лицо Майкла. Он облизывал его своим большим, теплым и мокрым языком, а мерное урчание исходило откуда-то изнутри, напоминая ворчание трактора. Майкл протянул руку и погладил своего тигренка. Он узнал его глаза и шрам. «Ты нашел меня?» – простонал он и попробовал сообразить, что случилось. Майкл оглянулся. 3 маленькие фигурки с автоматами в руках лежали тут же, будто поломанные куклы. Никто не может противостоять тигру. Никто. Майкл встал на четвереньки, опираясь правой рукой на спину тигра, пополз. Он не знал, сколько времени и куда двигался. Он просто верил своему котенку. Когда Майкл пришел в себя, то заметил вокруг раненых. Это был санитарный вертолет. «Тихо, тихо», — сказал ему врач. «Не дергайся. Ты серьезно ранен в голову, черт меня побери, но я никак не могу понять, как ты с таким ранением и контузией умудрился пройти 20 километров. Тебя нашли лежащим возле нашей базы. Как ты сумел незамеченным пройти патрули? Мужики говорят, что возле тебя видели тигра. Будто бы он тебя облизывал, а я им множество раз говорил, выпивка и гашиш доведут вас до галлюцинаций. И вот тебе, тигр посреди военной базы, облизывающий раненого лейтенанта». Когда Майкл заснул, доктор, усмехаясь, добавил: «И вроде бы, говорят, точно такой же шрам, как у тебя». После срочной операции Майкла перевезли в Америку, где поместили в реабилитационный центр.
а через несколько месяцев он настоял, чтобы его вернули во Вьетнам. Среди бывших солдат Южного Вьетнама, успевших эвакуироваться вместе с армией США и не попавших в руки северовьетнамцев, ходит легенда, будто среди американцев, воевавших в Хюэ, был один особенный, рожденный от матери-тигрицы, и у него был брат, а при рождении они получили от духов леса одинаковые метки, чтобы не потерять друг друга. Длинный шрам по левой стороне головы, через глаз. Сказки сказками, но вернувшийся во Вьетнам Майкл выжил только благодаря солдатам Южного Вьетнама. Они на полном серьезе верили в то, что он человек-тигр. И, возможно, именно от них пошла эта легенда. По крайней мере, они считали своей обязанностью спасать его из тяжелых ситуаций. Нгуйдан Онгхо, так они называли его. И если вам когда-нибудь придется услышать эту легенду, не спешите смеяться. Знайте просто, что это Майкл Вишневский. Он прослужил еще очень много лет и вышел в отставку генерал-лейтенантом. У него большой дом в пригороде Майами. И 3 внуков тоже служат. 1 морской офицер, а 2 других десантники, как и их знаменитый дедушка. И как только Майкл слышит, что где-нибудь проходит демонстрация против насилия над животными, он надевает свой парадный мундир с множеством наградных планок и едет туда. Там он берет в руки один из плакатов и выходит в первый ряд. И эти демонстрации самые мирные. Никогда не бывает столкновений с полицией. Они так и передают по рации. «Генерал здесь, все в порядке. Можно снимать патрули. Все будет тихо». Потом полицейские подходят к генералу, берут из его рук плакат и становятся рядом. Они просят оказать им честь и сфотографироваться с ним. И он всегда соглашается. А когда все заканчивается, они подвозят его домой. А дома их уже ждут накрытый стол и семья. Дети, внуки, правнуки. Полицейские не могут отказать и садятся на несколько минут, и тогда Майкл начинает свой рассказ. О тигре-котенке и о том, как он спас его из-под огня в Хюэ. Полицейские слушают, улыбаются и кивают. Старый человек, ну, что с него возьмешь? Кажется ему всякое. Но кто поверит в такое, дамы и господа? Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.